Как вы думаете, можно ли другого человека использовать как ресурс? Нельзя? Ну да, это же нехорошо. Возьми своего конкурента, порви его на части вообще. Пошли нахер с потока, если вы сейчас это не сделаете за сутки! Вам не нужно ваше текущее окружение, чтобы дальше прозябать в этом тлене. Сейчас я буду усиливать твое отчаяние до предела. Просто берешь и стираешь свою адресную книжку. Чем мы херней занимаемся? Я сожгла фотографию мужа. Чё? Это 3-я серия реалити-шоу «Поток». И сегодня мы рассмотрим еще одну часть формулы X10. Это люди вокруг нас, наше окружение. Окружение — это мощь. Рыбаков партнером моим будет. Знакомство – это поистине просто феноменальная штука. Но почему у одних окружение миллионеры и миллиардеры, меняющие реальность, а у других – собутыльники и проститутки, а в лучшем случае офисный планктон? Почему так? Я не являюсь тем, кем я хочу себя показать. Кто из вас покинет этот проект? Я к этому был не готов. Давайте голосование. Ничего я не буду голосовать. Сегодня нашим участникам придется честно посмотреть на себя и свое окружение, а также решить для себя, в какой среде они хотят быть. Здравствуйте. Итак, я просил вас заранее выслать мне фотографии людей, которые оказывают или оказывали на вас влияние. Окружение гораздо более важно, чем то, кто ты. Ты становишься средним из твоего окружения. То есть если ты тусуешь, проводишь много времени, занимаешься вместе делами, мыслишь примерно так же, как богатые люди, ты становишься богатым. Если то же самое происходит в кругу людей, которые там хорошо бегают, например, ты становишься чемпионом по бегу и так далее. Все очень просто. Окружение — это гораздо больше, что влияет на нас, чем то, что мы думаем про себя, придумываем про себя, живем в каких-то стереотипах, парадигмах и так далее. Не важно, кто ты, важно, с кем ты. Расскажите мне о них. Александр — это мой конкурент. У нас, мне кажется, это одна из самых здоровых конкуренций, которые я знаю, потому что мы открыто можем говорить о том, что конкурируем, можем что-то скрывать, при этом являясь чуть ли не лучшими друзьями, прекрасно понимая, что бизнес — это одно, и он тоже фокусник, у него свои заказчики, свои интересы. Ты не хочешь им как следует? То есть, типа как врага, такого образ врага условного. Ну как бы да. Возьми своего конкурента, порви его на части вообще. Я долго думал, а для чего именно? Можно ли рассматривать человека как ресурс? Нельзя? Ну давайте сейчас вот возьмем и отпустим этот вопрос этики. Каждый из нас и есть ресурс для каждого. Вот что я сейчас имею в виду? Что вообще такое человеческий ресурс? Ресурс — это то, что мы можем отдать. Это наша энергия, наши знания, наши деньги, в конце концов. И обмен вот этими вот составляющими — это и есть адекватное взаимодействие. Вы что-то отдаете, что-то получаете взамен. Все в выигрыше. Значит, быть ресурсом-то — это не так уж и плохо. Люди, они друг для друга. Люди — это ресурс. Ресурс роста, ресурс развития, ресурс контакта с реальностью. И это нормально, это естественно. Это нужно понимать. Главное, чтобы в результате любого взаимодействия каждый не только забирал, но еще и отдавал. И вот сегодня мы об этом и поговорим. Это X10 Reality. Дима. Так, в первую очередь это Никита Ожегов, мой партнер, с которым мы вместе открыли наш клуб психологических игр «Idol». Мы сейчас оба бросаем курить, оба бегаем и друг друга, так скажем, мотивируем развиваться в этой сфере. Вместе они курить бросают. Может, вы вместе еще будете, так сказать, девушку одну тоже? Тоже можно, в принципе. Чем мы херней занимаемся? Бегаем вместе, типа друг друга контролируем в задачах. Кто прямо сейчас достает свой телефон и стирает свою адресную книжку? Я начал немножко нервничать. В смысле? В смысле конкретно? Вам не нужно ваше текущее окружение, чтобы дальше прозябать в этом тлене. Просто берешь и стираешь свою адресную книжку. И идешь, получаешь задания от мастеров и устанавливаешь новые связи с новыми людьми, с питающим окружением. И заново загружаешь в свою жизнь приемы, практики, привычки, представления. Все загружаешь заново.
Ну, представь себе, если у тебя в сейфе или в ящике, да, он полон, туда ничего больше не помещается, поэтому надо что-то оттуда вынуть. Поэтому я и предложил убрать оттуда все контакты и заново загрузить свой сейф полезными штуками. Просто многие люди настолько боятся что-либо изменить в своей жизни, что для них показан только вот такой вот радикальный способ. Сотри свою книжку и загрузи новую книжку. Построй связи с теми людьми, где тебе нравится, что с тобой происходит. Не надо коллекционировать несчастье, не надо коллекционировать то, что тебе дает то, когда тебе не нравится, что с тобой происходит. Вот и все. Никто не готов. Значит, вас выгоняют. Да все готовы, что это не готовы-то? Все, давай доставай телефон и вытирай свою адресную книжку. Давай. Там же работа вся. Как вот я? Там работа. Я могу... Рабочие контакты оставь, а все остальные сотри. Все готовы к новому окружению. В общем, не измените свое окружение к следующей серии. Выгоню вас всех к чертям. Всегда вот в этом месте говорю, друзья, кто нас сейчас смотрит, проанализируйте свое окружение. Я напомню, они вас в плен не брали. Да? Если оно не питает вас, это окружение, и вам рядом с ним не хочется сделать что-то большое, великое, проявить любознательность, что-то созидательное построить, друзья мои, вам требуется добавить что-то иное в ваше окружение, чтобы с вами случилось то, чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Иначе вы будете прозябать. Поэтому, смотрите, без обид, без всякого там вот сожаления. Просто возьмите, сотрите свою телефонную книжку по связям, где вы испытываете стресс, какие-то вот такие необъяснимые чувства, тяжелые, да, вот удалите их из записной книжки. Да. И у кого это получится, напишите мне в комментарии. Этот подход дает очень быстрый и очень действенный эффект. Попробуйте, напишите мне в комментарии. Огромное значение в бизнесе, в предпринимательстве играет ваше окружение. Все возможности к нам приходят через людей. Самый быстрый способ получить опыт, навыки и какие-то компетенции — это через людей. Окружение — это мощь. То, какое качество жизни у каждого из нас, зависит от того, какое качество окружения. И окружением важно заниматься. Формированием окружения важно осознанно заниматься. Это мало кто осознанно делает. Хорошо, если человек активный, проактивный, яркий, вокруг него собирается классное окружение. Но еще лучше, если люди сами занимаются формированием своего окружения. Что это такое? Это нужно определить, кто в твоем окружении тебя тянет на дно, и того с подводной лодки, значит, за борт, а кто тебя, наоборот, дает тебе энергию, кто обогащает. Своим присутствием в твоей жизни, в твоем поле, тебя энергетически, психологически там, и так далее, и ресурсно, да, обогащать. И таких людей нужно как можно больше, чтобы было в твоем окружении. Татьяна, у меня опять для тебя 3 задания на эту неделю. Ты хотела посмотреть на новую точку, которую ты видела для открытия. Тебе надо будет просчитать минимальный запуск максимально быстрый, с максимально быстрым результатом. Второе, так как ты хочешь, собственно, запускать производство, тебе там тоже нужно будет найти способ экспресс это сделать. В принципе, с интересом отнеслась к данному заданию. Третья, соответственно, задача. Тебе нужно будет нарисовать ролевую модель, в рамках которой ты поймешь, кто тебе нужен, какой человек, чтобы у тебя открытие новых точек и поддержка новых точек проходила, соответственно, без твоего там постоянного во всем участия. Богдан, у меня к тебе тоже 3 задания на следующую неделю. Первое, так как у тебя сейчас есть ограничения в производстве и в конструкторском бюро, то надо будет найти аутсорсеров, которые тебе с этим могут помочь. Я немножко начал переживать, потому что уже был опыт поиска, это же контроль этого человека, это ответственность за его работу. Есть переживание, что с качеством, возможно, тоже будет что-то не в порядке. Так как, собственно, у тебя есть ограничения, вот, собственно, опять же, в конструкторском бюро и в производстве, при развитии тебе, скорее всего, нужно будет как бы крутые лидеры в этом плане. Пойми, какие люди там должны быть с точки зрения качества. И последнее, тебе нужно будет найти сейчас крутого менеджера по конструкторскому бюро и производству, там, где у тебя самое узкое место, можешь обоих, можешь одного общего, который может тебе как внешний консультант помочь, соответственно, развивать текущее твое производство и его, собственно, быстрее апдейтить. Вот это задание прям вообще в точку, потому что давно нам нужен человек, который скажет: ребята, делайте вот так, здесь у вас неправильно. Максим, у меня для тебя тоже 3 задания. Во-первых,
Так как тест онлайн фактически о том, о котором мы говорили, не доделан, его надо будет доделать. У меня Инстаграм, 30 тысяч подписчиков, я сейчас сделаю сторис, и все. Вот они, ко мне все придут, заплатят. Ну, по крайней мере, несколько продаж я совершу. Второе, тебе надо за неделю как минимум 4 блогера, собственно, найти, у которых ты разместишь, собственно, рекламу, вот, проработать это предложение, разместиться и посмотреть, собственно, кто с этой рекламой, собственно, придет. Третье задание, оно специфическое. Сделай еще как минимум 3 бизнес-модели какого-либо бизнеса, который тебе был бы интересен и приносил тебе, собственно, деньги. Камон, я пришел сделать школу фокусов. У меня и так куча незакрытых вопросов по ней, куча бизнес-процессов, в которых я ничего не понимаю, ничего не отлажено, а вы уже мне говорите придумывать бизнес-идеи. Ну, я в замешательстве немножко. Ань, задачи на неделю. Первое. Загрузить летнюю коллекцию в магазины, чтобы начать продавать уже лето. Получить первый заказ в оптовой точке продаж, которую ты на прошлой неделе разместила свои товары в шоуруме. Легко вообще. Что такое? Мне постоянно пишут разные регионы, хотят закупить у меня товар, и я подумала, что я с легкостью в первые 2 дня выполню это задание. Вообще, твоя цель за неделю выйти на выручку 500 тысяч. Дим, задачи на неделю. Первое. Провести 2 онлайн-игры. Второе. Протестировать привлечение для онлайн-игр в Телеграме. Организовать игру с членами клуба клана X10 в СОК или в любом другом месте, которое ты посчитаешь нужным. Задача за неделю организовать и провести эту игру. Это кое-что новое для меня. То есть, если до этого я организовал просто мафию для всех, а тут, получается, нужно было организовать мафию для X10 Академии, то есть для предпринимателей. Это вообще другой сегмент. Друзья, каждый из нас от рождения наделен всем необходимым, чтобы жить наполненной, насыщенной и счастливой жизнью. Все это у нас есть. Поэтому, чтобы проживать такую жизнь прямо сейчас, подпишись в телеграм-канал Оперштаб X10 Академии. Там я делюсь своими практиками и подходами, как сделать это частью своей жизни. Подписывайся, жду тебя. Я сижу, значит, делаю свои дела, смотрю чат, новое сообщение от потока, еще какой-то новый поток. И туда приходит сообщение от Игоря Рыбакова. Окружение — это не только люди, но еще и вещи, мысли, поступки, идеи и прочие проводники в вашей жизни. Это багаж, который всегда с вами, но он не бездонный. В нем, как в сейфе, можно хранить только ограниченное число артефактов. Чтобы измениться самому, нужно изменить и содержимое этого сейфа. Но в него нельзя положить ничего, если там уже и так не хватает места, поэтому сначала из этого сейфа надо что-то достать. Игорь Владимирович решил нас проверить. И тут приходит следующее сообщение от Игоря Владимировича. Освободите место для новых впечатлений, эмоций, опытов, открытий. Возьмите эту вещь прямо сейчас и сожгите ее. Да, я конкретно говорю, сожгите. Освободите свой сейф опыта, чтобы наполнить, наконец, его чем-то новым и полезным. И я сейчас не шучу. У вас ровно сутки, и я жду. Иначе пойдете лесом из нашего шоу. Пошли нахер с потока, если вы сейчас это не сделаете за сутки. Соберите эти предметы и сожгите их нахрен. Я говорю, чё? Окружение — это и люди, и вещи, и верования, и представления, и какие-то ассоциации. Это все окружение, это то, чем мы окружили себя, это наше мировоззрение. И для того, чтобы взбодрить себя, встряхнуть и так далее, ну, можно, конечно, использовать старый добрый электрошок или электрический стул, но это не очень гуманно. Поэтому в моей практике, да, я использую сжигание. Если ты хочешь расти и идти вперед, то рано или поздно приходится от чего-то избавляться. Я сожгла фотографию мужа. Просто, честно говоря, я очень долгое время, когда у нас портились отношения, я искала проблемы в себе. И я до последнего думала, что проблема реально во мне. Потом я просто открыла глаза и поняла, что это на самом деле человек как бы так на меня влияет негативно. И то есть у меня появилась какая-то неуверенность в себе, не знаю, какие-то страхи, наверное, добавились, да? Потому что когда тебе говорят, что там
ты одна не сможешь, там у тебя не получится, вот, то, наверное, вот эта вера, она подрывается со временем. Я приняла решение разойтись как раз в момент нахождения на проекте. Я поняла, что мне максимально просто некомфортно. Я, в принципе, поняла, что мое окружение, оно полностью зависит от меня, и это лично мой выбор. Игорь Владимирович присылает видео, где говорит, нужно сжечь артефакты из старой жизни. И я подумал, что это может быть? Скорее всего, это должен быть какой-то реквизит, который так или иначе является сдерживающим меня фактором и постоянно возвращает в зону комфорта, что я как фокусник просто выступаю, зарабатываю на этом деньги и не иду в сторону бизнеса. И сейчас я целый день об этом думал, что действительно я не шагаю в бизнес, потому что у меня есть зона комфорта, фокусы и так далее. И я хочу попробовать это исправить. У меня были долги. Там, я не вовремя платил, мне банки звонили, и это всегда очень сильно, вот это какое-то беспокойство, страх, но сильно влияло на меня и было со мной всегда. И я так долго с этим жил, что это превратилось в какую-то привычку чего-то бояться. И вот этот момент, когда нам сказали, возьмите тот предмет, который вас гложет, который является символом вот этого деструктивного мышления, и сожгите его, я без сомнений взял свою кредитную карточку, пошел купил зажигалку и просто ее сжег. Все. И я сейчас научился благодаря таким заданиям немножко смотреть на себя со стороны, как вот на персонажа. И что этому персонажу мешает развиваться, какие предметы, какие привычки. И я теперь немножко по-другому буду смотреть на свое окружение, в том числе на вот эти символы, на вот эти артефакты, которые мешают мне. Было платье, которое мы 4 раза переделывали, оно не село, как мне понравилось, и оно потратило мои деньги и расстроило меня. Это то самое платье, которое мы переделали 3 раза, оно отстойно село, оно меня расстраивает, и я хочу сжечь его и таким образом избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые не умеют делать свою работу, не умеют выполнять ее качественно и подводят меня. Так, ну что, вы готовы? Готовы? В этом конверте было задание, которое я больше всего боялся получить, и из-за этого я этот конверт даже озвучивать в реалити не стал. В этом конверте было задание прекратить партнерство с Никитой Ожеговым. Это мой партнер, с которым мы вместе запустили наше дело. Я раньше безумно боялся терять людей из своего окружения, потому что я боялся остаться один. И я сжигаю этот конверт как знак того, что я больше не боюсь терять людей из своего окружения. Только вот недавно осознал то, что я боялся разорвать партнерство только из-за того, что я был не уверен в себе. То есть я боялся остаться один, и то, что мне придется брать ответственность полностью за все свои ошибки только на себя. Русский праздник, когда сжигается чучело, этот праздник символизирует про сжигание, того, что стало неактуальным. Все, уходи. Все. И приходи новое в мою жизнь. Вот и все. Поэтому я беру вещь, которая связана у меня в жизни с чем-то тем, с чем мне хочется, честно говоря, попрощаться. Я сжигаю эту вещь. Это называется ритуальное сжигание. И в этот момент, когда я сжигаю, я прощаюсь. И река времени уносит этот артефакт вместе с моими ассоциациями. Все, уносит. Ничего делать не надо. Я торжественно провожаю это. Все. До свидания.
И я поворачиваюсь навстречу времени, и время загружает новые события, новые связи, новые ассоциации и так далее. На этой неделе мне задания давались достаточно тяжело, хотя они вроде бы с виду понятные и простые. Собираюсь ехать в Москву на поток заранее за несколько дней, потому что там в Москве в Крокусе организовалась встреча с человеком, который поможет нам с процессами на производстве и с проектным отделом. Какие еще новости? Подписали сегодня договор на 700 тысяч рублей на изготовление арт-объектов. Устроили нового менеджера в отдел продаж, которая раскачала старую базу и начинает продавать те сделки, которые были просто уже почти потеряны. Всю эту неделю я решила посвятить работе над ошибками, а их у меня превеликое множество. Но первое — это то, что у меня спрос превышает предложение, как раз из-за того, что мне из производства, который задерживает мне сдачу товара, и я свой товар весь решила распределить по разным производствам. А с производством я думала, что сейчас все легко раскидаю, этот товар там, шью это там. Вообще гениальная модель бизнеса. У меня все шьется в 10 производствах, и через 5 дней все это ко мне приходит в магазин, и я это все продаю, да хрен. А на самом деле каждое производство просто мне сказали: у вас маленький заказ, мы вас сдвигаем на 2 недели, кто-то там заболел, кто-то вообще сказал, там частная швея, говорит, я вообще переезжаю из Москвы, меня здесь не будет, не рассчитывайте на меня. То есть они неделю продержали меня, и потом хлоп, и мне вот эту информацию, что здесь задержка, там сделали косячное платье, я понимаю, что такого качества я не могу отдать в пошив, это не соответствует вообще имиджу моего бренда. И в итоге я сижу такая: опа, а вообще что мне продавать? Мне нужно провести мафию онлайн, и я ее проводил до этого в моем первом месте работы, так что нужно только собрать людей. Ценник поставили 300 рублей, то есть чуть меньше, чем офлайн, но не бесплатно. Просто хотел попытаться собрать людей, но отклика просто нет. То есть я писал людям, ну давайте соберемся и так далее, они такие: нет, это как-то выглядит смешно, типа, в Zoom просто сидеть, играть онлайн-мафию. Тупо ни одной заявки. Типа мне никто не сказал: да, окей, я кому-то пишу, они такие: не интересно. Просто нет отклика. Я не понимаю, что я делаю не так. Я готовлюсь к первому заданию, которое дал мне мой трекер. Первым моим блогером будет звезда ТНТ, победитель Comedy Battle, резидент Comedy Club Михаил Кукота. Есть дырочка, которую достаточно просто вот так взять. Смотрите внимательно. Ну что, вышла коллаборация с Михаилом Кукотой, это был первый блогер, и я могу сказать, что результат совершенно неудовлетворительный, потому что хоть это видео и собрало достаточное количество комментариев, лайков и просмотров, тем не менее конверсия на самом сайте, она совершенно ужасная. Здесь всего лишь 11 и 9 сессий. Это говорит о том, что всего было 20 переходов. Конверсии, как вы понимаете, совершенно нет. Так, рабочий день закончился. Сейчас иду проверять производство. Покажу, что у нас тут есть. Так, по металлу. Здесь мы занимаемся древообработкой и пластиком. Так, у нас тут сейчас какую-то скульптурку лепят ребята. Это металл. Девушка красивая, с парижскими волосами. Такая у нас собачка тут стоит. Охранник. О, столешницы готовы. Идеальное покрытие. Вот, как-то так. Нахожусь в своем салоне в Горках 10, куда как раз планирую взять администратора. И ломаю голову, конечно, над распределением ролей в компании, так как решили расширять все-таки персонал. Обсудили вчера с трекером этот вопрос. Вот, так что я негодую, но стараюсь. Нашла вроде бы хорошее производство, отдала сейчас 3 платья в пошив. Еще одно у меня есть на заметку. Последнее время не получается просто ничего. Вкладываю все свои силы в это дело, оно мне не приносит никакого, так скажем, выхлопа, и у меня уже было просто апатичное состояние в плане того, что оно не получилось, мафия моя, типа, и так не работает. Я такой, типа, может, нахер никому не нужно. У меня просто было желание просто все бросить, сказать, можно меня как-нибудь шоу убрать, типа, я до этого еще не дорос. Хочу поделиться, что
знакомство – это поистине просто феноменальная штука, потому что мне мой коллега по цеху, так сказать, Богдан, познакомил меня со своим другом, у которого несколько разных бизнесов. Его зовут Влад. И Влад сейчас практикует наставничество и помогает мне во всех вопросах, и в личных, и в вопросах по бизнесу. Это просто вообще какое-то волшебство, ребят. Представь себе, что человек — это лампочка. Ну, ты лампочка, я лампочка, да. И представь себе, что я в полнакала, ты в полнакала, он в полнакала. И вот каждая наша лампочка находится в свете лампочек, и все как-то тускло. Вот такая будет наша жизнь. Вот такая будет в среднем по бане история. И теперь другая история. Смотри. Я яркая лампочка, ты яркая лампочка, он яркая лампочка. Тогда мы находимся в свете ярких лампочек. Я предпочитаю находиться среди ярких людей. И другие яркие люди, которые смекнули это, они хотят меня тоже ярким. И тогда я их освещаю. Жить среди ярких людей выгоднее, а жить среди тусклых людей очень печально и больно. Поэтому я окружаю себя людьми, которые хотят меня яркими, которые сами хотят быть яркими для того, чтобы мы не позволяли друг другу быть менее яркими, чем мы можем. На выставке встретились с компанией, которая занимается также производством и поставкой малоархитектурных форм. Такой Мишка у них. Договорились о созвоне. Свяжемся, будем договариваться о сотрудничестве. Ребят, встретились в Крокусе с Павлом и с Андреем. Накидали мне просто десятки идей, как ускорить производство, как повлиять на рост компании. Блин, знакомство решает, ребят, окружение решает. Смотри, вот хочешь прямо сейчас изменить свое окружение, вот прямо в эту секунду ты можешь это сделать. Переходи прямо сейчас по ссылке в телеграм-канал Оперштаб X10 Академии. Подписывайся, и ты уже начал. Я жду тебя. Темой нашей новой недели с мастерами было наше окружение. Так вот, я решила продолжать на него влиять и его менять. И вышла на руководителя сети барбершопов Франт. Он ответил мне в Инстаграм, пригласил меня к себе на встречу. После общения с правильными людьми ты реально знаешь, что делать. То есть после общения с каждым таким человеком ты реально знаешь, что тебе делать. Это очень бесценно и очень круто. Поэтому меняйте свое окружение. Я снял не одно видео, как планировал, да? Я снял целых 4 видоса за день, 4 девчонки. Пистолетика. Да, прицелимся. Раз, два, давай. Я буду сейчас выкладывать это в Reels, буду выкладывать и надеяться на то, что это завирусится. Со временем популярность такого контента вырастет, и люди начнут покупать онлайн-курсы для знакомства с девчонками в том числе. Итак, уважаемые мастера, вы помните, да, что выполнение преподавания в Академии — это задание от грандмастера для того, чтобы я наблюдал, как вы осваиваете учение X10, с вами случается открытие, озарение и так далее. Мне часто задают вопрос, как стать моим учеником. Для начальных ступеней, да, существует следующее. Ты становишься учеником моих учеников. Мастера Академии: Сергей Бекренев, Алексей Ершов, Виктор Гор, Антон Сажин. Вот мастера. И ты становишься их учеником и проводишь какое-то время с ними. И если тебе подходит Академия, подходы, методы, и у тебя идет раскрытие, у тебя растет внутреннее состояние, доходы растут, отношения в семье улучшаются и так далее. Тебе подходит. Значит, я вижу, я наблюдаю, и ты можешь перейти на вторую ступень. Как некогда
тоже я наблюдал за мастерами академии и пригласил их прийти на вторую ступень. И вот теперь вы видите мастеров, которых я пригласил на вторую ступень, они были моими учениками, а теперь они, придя на вторую ступень, обязательно приступают к преподавательской деятельности внутри X10 Академии. Это условие. Я не беру персональных своих учеников, если у моего ученика нет своих учеников. А получается, что ученики на начальной ступени становятся как раз-таки учениками вот моих учеников. Поэтому мои лучшие ученики являются учителями учеников начальных. Вот такая нехитрая история. Ваши ученики в этот момент думают, что вы их учите. И это есть свидетельство всенаправленности. На фоне того, что происходит с нашими участниками, давайте сейчас поговорим о вас. Ну, кстати, происходит событие, которое позволяет за ним наблюдать. Очень интересно. Помните, Максим, да, приехал сначала весь такой, значит, уверенный, шумный, деловой, громкий, значит, в себе уверенный, все знаю, как делать, уже всего достиг. Все, там. Вот. Мне нравится, что он сейчас замолчал, он сейчас воспринимает все, примеряет на себя, то есть он все упражнения старается делать, да, задания наши выполнять. Он готов делать, мне кажется, 100% из 100. Другое дело, как у него это получается, и у него пока еще он выполняет и очень много над собой делает работы и наблюдает за собой. Это мне в нем нравится. Витя Гор. Я вижу, как он взаимодействует со своими учениками. Я вижу его интерпретации, да? И я могу обсудить с ним семейство этих интерпретаций и дать ему обратную связь. И поэтому мои ученики, вот Виктор Гор, Антон Сажин, Сергей Бекренев, Алексей Ершов, поэтому они так вцепились за то, чтобы быть мастерами X10 Академии, потому что, по сути, это их возможность получать знания, которые никаким другим образом не могут быть получены, кроме как вот здесь. Быть мастерами X10 Академии. Сейчас мы не про них, на самом деле, Вить. Да? Мы же про вас. Сейчас вот я вижу, на что ты обратил внимание, Антон. Ну, очень интересный персонаж, участник. Это Богдан. Его да, у него очень сильный часто мозги. приходящий умник. Поэтому он мне очень близок. То есть ты обратил внимание, да? Конечно. Что на кого мы обращаем внимание, это, в общем-то, это близко про нас. Нет никаких серебряных пуль, нет никаких секретных бизнес-инструментов. Есть только ты и твоя стратегия поведения. Вот то, что ты видел с встречи клана, это то, каким образом Игорь может влиять на наше поведение, чтобы мы действительно начинали использовать себя с максимальной эффективностью, с максимальной выгодой для себя в первую очередь. Другие участники? Ну, Аня очень... Мне нравится ее динамика. Сейчас у нее происходят там серьезные преобразования, и она прям реально открывается миру, и у нее и варианты по партнерским отношениям появились, и варианты по тому, как развить свой бизнес. И опять же, больше стал доверять своей команде, когда вдруг оказалось, что она продает хуже, чем она, а у нее были какие-то иллюзии по этому поводу. Понятно. То есть у нее появляются открытия, и по ней видно, и она начинает это чувствовать. Ну ладно, Аня, еще кто там есть? Татьяна. Татьяна, мне кажется, из неуверенной, потерянной почти что начинающей предпринимательницы, значит, превращается постепенно в человека, который знает, что хочет. Она же, во-первых, пришла там с задолженностями, там, с долгами, у нее минусили ее салоны. Сейчас уже, во-первых, в плюсе. Во-вторых, она уже надумала менять сферу деятельности даже. Ей что, начало нравиться, что с ней происходит? Да, мне кажется, да. Вообще, мне кажется, всем начало нравиться, что с ними происходит. Да? Да. Ты сейчас про что говорил? Про кого точнее? Подожди. Нет, так а мы же потом мастера, мы же проецируем, наверное, часть себя на учеников. Так. Всегда при встречах с Игорем Владимировичем у меня лично, множество открытий. Вот и на этой встрече, на последней, для меня опять очередное открытие. Я уже думал, здесь-то чего? Оказывается, вот, пожалуйста, задания, которые я даю, они про меня. Вот открытие этого вечера. То есть я так мыслю, это я бы так бы сделал. Или, возможно, мне этого сейчас не достает. Возможно, мне нужно это дело прокачать. Эти ощущения, которые я хочу, чтобы прожил участник, либо я их уже проживал, либо я хочу их прожить, или я хочу, чтобы он это сделал, а я посмотрел, потому что для меня это важно. Они вам дают возможность увидеть то, что у вас
удовлетворено. Вообще запомните, одна простая вещь, это вам сегодняшний инсайт упражнений. Когда вы ощущаете какое-то чувство относительно других людей, вы смотрите на другого человека, просто опустите в этот момент глаза на себе сюда. Испытали какое-то чувство, опустите глаза сюда. Вот. Вы сразу вспомните, что то, что вы испытали, это не про них, не про его. Это резонанс, который родился в вас, из вас. Это ваше сияние, это про вас. Все. Универсальный прием. У тебя получается сейчас же за счет работы с партнерами, за счет работы со старыми клиентами и с блогерами, у тебя же куча заказов. И в принципе в продаже проблем нету. Сейчас проблема непосредственно в производстве, в конструкторском бюро, вот, в отделе продаж. Вот фактически сейчас надо на этом сосредоточиться. И конструкторское бюро, судя по всему, с отделом продаж, что у тебя нормально уже оптимизируется. Вот в рамках производства прямо сейчас надо сосредоточиться, чтобы искать аутсорсеров, чтобы привлекать сейчас консультантов, чтобы, соответственно, сейчас обновлять там команду и ее модернизировать, чтобы она начала двигаться вперед, потому что мы без этого упремся, и ты просто не сможешь продать все это дело. На данный момент у меня существует следующая проблема. У меня спрос опережает предложение. То есть у меня нет товара, но есть клиенты, которые готовы это купить. Помните, я рассказывала про производство в Челябинске, которые меня взяли на пошив брюк, которые у меня уже все проданы. Так вот, они меня кинули тоже со сроками, они взяли большой оптовый заказ. Сказали, что к моему заказу могут вернуться только через неделю, а я уже 1,5 недели жду. Таким образом, 2,5 недели ожидания, плюс пошив. Итого месяц моей точки продаж без товара, бестселлера. И я посчитала эту свою упущенную выгоду, и я поняла, что я могу заработать намного больше, намного. То есть я сейчас прям прочувствовала рынок, то, что нужно, но у меня нет того товара на данный момент, и нет того производства, которое готово пошить здесь и сейчас. Я каждый день общаюсь с разными производствами, каждый день. Я до сих пор в поиске. Как вы помните, сидела, распределяла роли в компании, и нам понадобился администратор. Вот. Но я, честно говоря, так расстроена, потому что пришел человек, он достаточно быстро нашелся, там порядка 2 дней, вот, но не прошел стажировку, так как не хочет выполнять весь функционал. Так что печаль, конечно, но ищем дальше. Ребятки, я сделал лендинг, на это потребовалось совсем мало времени, буквально за 1 рабочий и 2 выходных дня мне создали эту страницу, потому что у меня есть классный дизайнер. И, во-вторых, я уже однажды пробовал делать онлайн-школу фокусов, которая не пошла. Посмотрите, как это выглядит. Достаточно красиво, анимированный фон. Мы сделали на тильде, поэтому все было достаточно просто сделать и оперативно. Вот так это выглядит. Здесь такой оффер, условно говоря. Вот, посмотрите. Как красиво это, кому я фокусы показывал. И кому вы сможете показывать фокусы, если купите у меня курс. Короче, нашли 3 проектировщиков, которые будут работать с нами на аутсорсе, и теперь мы можем в 1,5 раза больше выполнять работы. Это очень круто, потому что мы сможем выполнять те обязательства, которые на себя сейчас взвалили. У нас на этой неделе должно быть подписание на арт-объекты в город. Там большие павильоны, очень классный для нас объект. И теперь мы уверены, что мы его выполним. И мы теперь уверены, что если отдел продаж продаст еще, то мы это осилим. Я подумала, как мне еще сделать выручку 500 000 рублей. Мы поговорили с трекером, с Павлом, поняли, что нужно еще прокачивать онлайн-продажи. Он сделал визуальную встречу, зум-встречу с моим СММщиком. Мы дали ей ряд задач, на которые она сделала акцент, да, как сделать продающие сторис, как делать продающие посты. И пытались вовлечь клиента путем опросов. И те клиенты, которые смотрели на социальных сетях, они приходят и отписываются. Вот мы вас увидели, посмотрели ваши сторис, там, Инстаграм, Телеграм. Я так рада. Вообще нашла админа. Он вышел на работу. Все супер. Вот. Нашла я его на HeadHunter, так как мне теперь мои новые друзья порекомендовали именно этот сервис, потому что на нем более ответственные и серьезные соискатели, а Авито и группы не очень подходят, так что прям супер.
Ребят, я сделал рекламу в нескольких инстаграм-пабликах, в которых в совокупности более 5 миллионов подписчиков, 1500, наверное, просмотров было. И вот, посмотрите, результат совершенно удивительный. В моменте было 144 перехода. На следующий день было еще 115 переходов, здесь еще 42 перехода, да, на спад шло. Тем не менее, если вы зайдете и посмотрите мои заявки, в заявках нет буквально ничего. Есть вот эти 2 заявки, которые не оплатили, а просто остались в заявках. Я пытался дозвониться до этих ребят, сказать им, что оплата не прошла, ничего не получилось. Вот, ребят, хочу показать, как увеличилась выручка. Смотрите, вот один мастер 16 тысяч выработка, и второй мастер 12 800 тысяч выработка. При том, что раньше максимальная выручка у нас составляла 15 тысяч за день. Сейчас подписываем договор на изготовление арт-объектов на сумму порядка 900 тысяч рублей. Договор дожали за счет того, что внедрили кэшбэк. Такие вот у нас штучки. Чтобы сделать себе хорошо, повод не нужен. Ведь так? Не надо его ждать. Поэтому прямо сейчас подсоединяйся к телеграм-каналу Оперштаб X10 Академии, стань одним из нас. И в твоей жизни появится все необходимое, чтобы присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными усилиями. Я жду тебя. У меня было 3 задания, вот, и неделя, мягко скажем, не удалась. В общем, первое задание было организация «Мафия онлайн». То есть мы сделали анонс в наших беседах, то есть в филиале Балашихи, в филиале Москвы, отклика 0, то есть людям не интересно. А второе задание было проверка способов привлечения через Telegram. Мы рассылали наши офферы в предпринимательские каналы, так скажем, и беседы. И отклик был не сильно большой. Вот и последнее задание, это была организация «Мафия для X10». Первый раз я подобрал помещение, не смог собрать людей, а второй раз я не успел найти помещение, потому что не мог дать информацию о количестве людей. В общем... Дим, скажи, а сколько времени тебе на этой неделе удалось позаниматься задачами? Задачами на этой неделе мне не удалось так много времени уделить, насколько это было возможно. Вот, потому что я опять отвлекся на обучение. Я не закрыл до конца сессию и дополнительные занятия. Сколько часов ты на этой неделе занимался своим бизнесом? Не больше 2-3 часов. Как считаешь в своем бизнесе, если 3 часа в неделю вместо 168, ну или уберем что-то на сон, да, вместо 100 часов, можно что-то добиться или нет? Нет. Успешные предприниматели, они сколько вообще работают? 24/7. Ты не хочешь этим заниматься. Вот у меня все наше шоу, есть такое ощущение, что ты сам этим не хочешь заниматься. Хотя бы просто раз лучше ввязался на 25 дней всего на программу, на шоу. Эти 25 дней проведи максимально, добей то, что нужно сделать. Сделай задание 3 часа в неделю, позор. Как можно так самого себя растрачивать? У тебя на этом миллион вариантов, тут тебе все еще помогают, ты это не сделал. Я предполагал, что все так и произойдет, потому что я не знаю, мне то ли ответственности не хватает, то ли вот сейчас собранности. То есть мне кажется, что я просто не совсем морально подготовлен вот ко всему тому, что вот в последнее время со мной происходило. Первое мое задание было привлечь 4 блогера к рекламе онлайн курсов фокусов. Я снял 4 ролика с красивыми девочками, разогнался, что не могу остановиться. Был посев в пабликах Инстаграма, в юмористических, в которых в совокупности более 5 миллионов подписчиков. Более 500 тысяч просмотров мы собрали в общем и целом, но получилось так, что среди 350 перешедших на мой сайт покупок было совершено 0. Хват у тебя дофига. 500 тысяч просмотров, да, минимум. Визиты на сайт, вот дальше конверсия не сработала, ты где-то там что-то было неправильно настроено. Потом из конверсии люди, которые перешли и не купили, вот это не сработало. И надо посмотреть, почему. Возможно, месседж неправильный. Возможно, не цепляет предложение, твоя оферта, да? Возможно, правильно ты говоришь, не кликабельная ссылка, может быть, была бы кликабельная, было бы 1000 человек, из 1000 бы 3 бы пришли, это уже какая-то конверсия, например.
Поэтому думаю, что эта гипотеза просто пока не допроверена. Вот так я бы сказал. Третье задание, которое было, это придумать как минимум 3 новых бизнеса, которые меня зажигают. Здесь как раз-таки случился пожар, огонь. Очень я получил здесь много энергии. Вот о волшебной кофейне я просто вспомнил об этом бизнесе, потому что он до сих пор никуда не ушел из моего сердечка. И второй проект — это проект окультуривания, который я придумал со своим другом. И последнее — это вот то, что вообще очень сильно мне понравилось. Возможно, это будет первое такое мощное бизнес-шоу в стиле Игоря Рыбакова, потому что Игорь Владимирович из огня на Харли Дэвидсоне появляется, затем говорит о взлетах в бизнесе, в этот момент подлетает над сценой. Ну, то есть и вот такие вот разные интегрированные фишки и перерывы, которые разгружают между спикерами профессиональными какие-то вот такие отвлечения. Уход в шоу — это тоже могло бы быть такой интересной коллаборацией. Я, честно, я не верю в то, что тебя вот эти идеи сжигают. Выглядит, как будто тебе дали задание, и ты вот, ну как, знаешь, там, типа, сидишь, вот где-то что-то увидел, это вот идея, и она появляется на презентации. Но она не появляется внутри тебя. Ну, это было не то чтобы обидно, но это немножко меня выбило из колеи, честно сказать. Я прям реально ожидал, что вот оно, я же пришел, вот оно, Рыбаков партнером моим будет. Если замысел и цель тебя не драйвит, то все остальное бессмысленно. Услышал. Идеи просто были вот так скомканы, и все. Я к этому был не готов. Значит, первое задание у меня было загрузить летнюю коллекцию в магазины. Не супер у меня все получилось, потому что у меня до сих пор задержки по производству. Оптовый заказ я не получила, но тем не менее я пообщалась с представителями этого магазина. Они готовы мне дать обратную связь, готовы заниматься моим товаром, это очень важно, да. И уже в ближайшую неделю обещали мне прислать хорошую новость, поэтому я жду. Последним заданием было сделать 500 тысяч рублей выручки по всем точкам продаж. Я сделала 600 тысяч рублей. Казалось бы, должна быть довольна, но я понимаю, что из-за того, что у меня не весь ассортимент в магазине, у меня очень сильно упущенная выгода. По факту я бы сделала еще плюс 500, то есть я бы сделала 1 000 000, и я прям в этом максимально уверена, потому что у меня сейчас на данный момент спрос опережает предложение. У тебя просто сместилась точка, она ушла с точки продаж, проблема, да, переместилась в производство, и сейчас у тебя страдает производство. Это хорошо, значит, что продажи у тебя выросли, там достигли успеха. Теперь нужно смотреть в точку производства и усиленно решать ее. У тебя все получится. Спасибо. Я верю в тебя. О, правда? Да, это сказала, не верю в тебя. Помнишь первый выпуск? У меня на этой неделе было задание найти 3 аутсорсеров для проектного отдела и спланировать работу с ними. Мы с этой целью успешно справились, хотя поначалу было непонимание, как их контролировать. И это увеличивает пропускную способность обработки проектов на 50%. Когда я отчитывался по заданиям, я чувствовал, наверное, какую-то гордость, что ли, что я вот смог, что я сделал какой-то результат. Найти нового крутого консультанта по проектированию и по производству. С этой целью мы также справились через наше окружение, через то окружение, которое я нашел здесь, в СОК. Третье — это описание портрета руководителей. Портрет мы описали, я посмотрел обучающие ролики, я поспрашивал у знакомых, кто должен быть, как должен быть. И у нас сложился определенный портрет, какие у них должны быть навыки, какой должен быть опыт и какие психологические качества у него должны быть именно в рамках нашего производства. Этой неделе у нас большая сумма на подписание подходит по договорам. Это порядка 20 миллионов рублей. Это реальная сумма. На сегодняшний момент мой рост составляет уже X10. Я думаю, что это очень крутой результат. Я сам, конечно, не ожидал. Я не представлял даже, что это такое X10. Но для меня X10 от того, что есть, это было что-то заоблачное, потому что очень тяжело было расти там до 2 миллионов. Иногда мы там прыгали выше, это тоже было сложно. А тут вот так пах и вперед. Первое задание было рассчитать запуск точки дешево, уложиться в 100 тысяч рублей. Мы рассчитали на 70 тысяч, но сегодня придумали, что можно ее еще снизить. Вот. А второе было мое задание – это ужать расходы на производство до 100 тысяч рублей, чтобы как можно бюджетнее запуститься. Но дешево, к сожалению, никак не получается, потому что все-таки есть ограничения по количеству заказа, и документация стоит достаточно дорого, а без нее не обойтись.
Вот, но после моей прекрасной недели по окружению, возможно, у меня есть перспектива на партнерство в этом направлении, и даже не одна. А потом расписать роли в компании. Я нашла администратора. Администратор вышел на стажировку, но ее не прошел. Как бы я нахожусь в дальнейшем поиске. Надеюсь, что на следующей неделе закроют этот вопрос. И сделала градацию мастеров. То есть я разделила мастеров, как делают в барбершопах, то есть по, собственно, их рекомендации, и увеличила средний чек на 300 рублей, и на следующей неделе увеличу еще, потому что цены я поднимаю только со следующей недели, так как была уже запись. Рекордная выручка в Горках была 36 тысяч за день, и там работал не помощник с мастером, а работали 2 топовых мастера, которые, в принципе, как бы клиентов приняли в 3 раза больше, чем обычно. Ну и оборот за неделю плюс 55 тысяч, и всего 200 тысяч я уже заработала плюсом за все это время. Вот такая неделька. Ты выглядишь с каждым разом, на самом деле, как-то все лучше и лучше. Прям вот чувствуется от тебя какой-то прям идет такая энергетика классная. Спасибо. Очень рад, что ты, у тебя так все двигается вперед. Спасибо. У меня давно не было такого количества, там, не знаю, и онлайн-встреч с людьми, и с живыми людьми. И, в принципе, у меня был такой загруз, которого давно не было. То есть я там, не знаю, в 7 утра вставала, детей целовала, уходила, и приходила, все спали. И как бы так я провела всю неделю. Хочу сказать, что даже, в принципе, усталости никакой не почувствовала, потому что это все прям на каком-то на одном дыхании пролетело. То есть все с удовольствием. И, ну, в общем, не знаю, нет слов, короче, как круто было. Здравствуйте. Итак, все в сборе. Я хотел вам сегодня сказать, что предприниматель — это человек, который умеет принимать сложные решения, даже когда очень неприятно. Нужно их принимать. Поэтому сегодня я вас позвал, чтобы объявить вам, что пришло время одному из вас покинуть этот проект. Поэтому сейчас вы останетесь здесь впятером и за 10 минут решите, кто из вас покинет этот проект, а кто останется. Время пошло. Там первые несколько минут мы все как бы, в принципе, не понимали, что нам делать. Мы уже сплотились, мы хоть и разные, но мы уже как были командой, и было крайне некомфортно выбирать. Ужас какой. Давайте, в принципе. Давайте начнем с того, может быть, кто-то сам хочет уйти. Ну, я почувствовала беспокойность, волнение. Я понимала, что, наверное, сейчас это вот действительно всерьез, и необходимо либо доказать, что ты должен остаться, либо рассказать, что кто-то должен уйти. Я сам уходить не хочу. Давайте думать, думать. Просто сливать одного из нас нечестно, стрёмно. Ну, то есть каждый может сейчас взять и сказать: я хочу остаться здесь потому-то, 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 правильно? У каждого есть свои доводы, у каждого они очень там могут быть сильные. Нет, вот. здесь немножко другое задание. Здесь задание посчитать, кто должен, мы должны оба все решить, Да. кто должен уйти. Да с чего это? Это неприятно. Это неприятно там, решать, во-первых, чью-то судьбу и выгонять кого-то из шоу. Давайте голосование. Ничего я не буду голосовать. Да вы гоните что ли? Вы гоните что ли? Проголосовать за 5 минут успеем в конце. За минуту. Так, ребята, у нас осталось там 7 минут. Давайте голосовать по-честному. Выбор сложный. Это как увольнять сотрудника, наверное. Я могу сказать. Мне кажется, Дима, ты немножко не готов. Наверное, из нас я бы проголосовал за тебя, потому что, возможно, ты немножко не вовремя здесь. Я буду голосовать тоже против Димы, потому что так. Я, к сожалению, тоже голосую против тебя. Мне кажется, тебе чуть-чуть не хватает ответственности. Я тоже, Дим, против тебя. Ты очень хороший парень, целеустремленный, но я не знаю, может быть, упорства тебе не хватает, дожать там что-то. Не знаю, тяжело, конечно. Я, несмотря на то, что говорю, что я не хочу уходить и так далее, я сам понимаю, что я к этому был морально не готов. Я максимально не подготовлен именно, кажется, в моральном плане, в том, что хочется вырасти, но в то же время меня что-то ограничивает. Я не являюсь тем, кем я хочу себя показать. В общем, у меня есть некоторая неуверенность в себе.
Я заплакал, но я не знаю конкретно из-за чего. То есть мне не было обидно это слышать от них, мне больше было обидно осознавать это в себе. Я уйду сам, вместо того, чтобы пошел кто-то из вас. Такой сильный вроде мальчик расплакался, говоря о своих эмоциях, и меня очень сильно это растрогало. То есть это на самом деле большая смелость, вот так взять и расплакаться при всех. И я не могла тоже сдержать слезы. Я считаю, что вы более достойны сейчас этого шанса, потому что у вас есть все, что нужно. У вас было достаточно времени, хоть и каждый за себя, да, но сейчас вам предлагалось принять коллективное решение, очень непростое. Какое решение вы приняли? Кто скажет? Я ухожу. Я не хочу, чтобы кто-то из них уходил, потому что я считаю, что они сейчас здесь вовремя, в отличие от меня. Я понимаю, что вот все, что сейчас произошло со мной, не совсем вовремя произошло. То есть я просто оказался, скорее всего, морально к этому не готов. Я вижу, как вам непросто. Метод X10 Академии — проявить то, что для вас вовремя. И если для тебя действительно не вовремя то, что здесь происходит, это не значит, что для тебя все не вовремя. Поэтому я, во-первых, хочу поддержать ваше решение. Раз, вы его приняли, я его поддерживаю, я его закрепляю. И я хочу сказать тебе, на потоке ты оказался со своей нишей не вовремя, но это не значит, что нет ниши, бизнес-ниши, в которой было бы тебе не вовремя. Но чтобы ее найти, я подарю тебе свой специальный курс, называется «Сотка с Рыбаковым». Это курс, на котором люди, пробуя разные ниши, подбирают себе нишу, бизнес-нишу, в которой у них вовремя. И запомни, любой конец — это чье-то начало. В этом эпизоде мы увидели следующее, что любое сложное решение, которое на разрыве идет и принимается вот так вот, на самом деле это, с одной стороны, конец чего-то для Димы, с другой стороны, это начало чего-то. Сейчас у тебя есть шанс на курсе «Сотка с Рыбаковым» попробовать другие ниши и сделать себе вовремя. Я подчеркиваю, подход X10 Академии — это сделать себе вовремя, а не пинать дохлую лошадь. Когда Игорь Владимирович сказал о том, что он мне дарит свой курс, где мной будут заниматься также мастера, я также смогу находиться в этом окружении, где я все равно как-никак буду расти. Я этому реально безумно обрадовался. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за ваш подарок и за возможность остаться в этом окружении и не переставать расти. Я предлагаю все-таки порадоваться за Диму. Да, это круто. Спасибо большое. Все классно. Диман, ну процессы запущены. Да, ты молодец. Это процессы запущены. Ты представляешь, ты сейчас отрезал, то, что мешал, тебе сейчас только возможности будет. Да. И «Сотка с Рыбаковым» — это топ. Это да, Так круто. что, да. Я тоже смотрела. Башка кипит просто.